Всем привет! Сегодня предлагаю обсудить OnePlus 6, каким он будет, что известно, какая будет цена в итоге, когда он выйдет. Вы и сами уже знаете, что OnePlus обновляют свои флагманы раз в полгода, а не в год. 3, 3T, 5, 5T и, наконец, скоро мы увидим OnePlus 6. Главным отличием последней модели 5T от пятерки стал как бы безрамочный экран 18:9, но действительно безрамочным этот смартфон назвать нельзя. А вот OnePlus 6 должен стать именно таким. Сейчас о будущем смартфоне можно судить уже по вышедшим устройствам от Oppo или Vivo, потому что OnePlus принадлежит Oppo, а Oppo принадлежит BBK. Вообще все 4 компании родственники между собой. В прошлом году появился Oppo R11, он и стал прототипом для OnePlus 5T. В этом году стоит судить по Oppo R15, который уже поступил в продажу, и как минимум передняя часть от этого телефона будет OnePlus 6. Кроме того, недавно в сеть уже утекли живые фотографии новинки, есть 3D-модели, и вроде бы все очень даже красиво, но есть одно но, даже большое но. Шторка над экраном. Она есть в Oppo, будет и OnePlus, как у iPhone 10. А мы уже увидели десятки клонов iPhone 10, представленных недавно китайцами. И это не сказать, что ужасно, хотя нет, это ужасно. Когда компанию OnePlus обвиняли в том, что она копирует дизайн Apple, фанаты говорили: нет, не копирует. Потом вышел OnePlus 5, где сзади он похож на iPhone 7 Plus, и фанаты сказали: ну, чуть-чуть похож, но все равно нет. Сама компания потом тоже оправдывалась, сказала, что они сделали кучу дизайнов, разные сэмплы показала, и они выбрали самый лучший, и в общем они давно все это придумали, и за Apple они не следят. Но сейчас это уже глупо отрицать. Apple задали тренд, OnePlus на него поддались. Монобровь — это грустно. Но если это отбросить, то не так уж все и плохо. Дизайн получился действительно симпатичным, и судя по фотографиям и рендерам, телефон весь такой плавный и, наверное, скользкий. Правда, камеру тоже развернули вертикально сразу после того, как Apple сделала это в своих устройствах в iPhone 10. Совпадение? Ну, наверное, совпадение. Модули должны быть по 16 и 20 мегапикселей с оптическим зумом, естественно. Под камерой будет сканер отпечатков пальцев, но и разблокировка по лицу никуда не денется, учитывая, что в 5T она работает практически идеально. Из чего будет сделан корпус? Стекло, керамика или полированный металл? Из фотографий непонятно, может быть что угодно, но скорее всего первый вариант. А это означает, что там, наверное, появится беспроводная зарядка. Хотя слухов об этом нет, это скорее мое желание. Спереди наверняка новое поколение Gorilla Glass, рамка металлической будет, ну и самый привычный элемент дизайна — шторка переключения режимов звука никуда не денется. Что с характеристиками? Однозначно будет Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X или просто 4, а также встроенная память 64 и 256 гигабайт. Будет ли версия на 128 гигабайт, пока неизвестно. Дисплей. Скорее всего, мы получим OLED-матрицу с диагональю 6,28 дюймов, соотношением сторон 19 к 9 и разрешением 2280 на 1080 пикселей. Подобный дисплей с таким же вырезом и соотношением сторон мы могли видеть в Huawei P20 Pro. Возможно, они будут делаться на одном заводе. Что осталось? Будет ли вход под наушники? Возможно, вы уже привыкли, что он отсутствует, но время показало, что джек далеко не лишняя штука в смартфонах. И, к сожалению, ничего не известно, останется ли он в OnePlus 6 или нет. Посмотрим. Но если останется, мы, возможно, даже монобровь им за это простим. Не совсем ясно, с какой версии Android будет поставляться шестерка. Судя по утечкам, это Android 8.1 и Oxygen 5.1.0. Хотелось бы, конечно, получить на старте его с Android P, но рассчитывать на это не стоит. С другой стороны, Google уже оптимизировали систему под этот ужасный вырез в экране, и если OnePlus сделает это самостоятельно, как в Essential Phone, то вряд ли получится что-то красивое. Но все-таки рассчитывать на P не стоит. Может быть, бетка, посмотрим. Когда OnePlus должен появиться на рынке? Презентуют его либо в мае, либо в июне, но в начале лета он уже поступит в продажу. А вот цена вас явно расстроит. Давайте вспомним, сколько стоили предыдущие поколения смартфонов OnePlus. One $300, второй $330, третий $400, 3T $440, пятерка $480 и, наконец, 5T от $499, $600 за максимальную версию. И как вы думаете, сколько будет стоить OnePlus 6T? Обещают нам $750. Непонятно, за максимальную комплектацию, за минимальную, но как ни крути, это очень дорого. А учитывая, что мы получаем клон iPhone, у покупателей может возникнуть вопрос: а зачем мне вообще нужен такой телефон еще и за такую цену? С другой стороны, есть за что любить OnePlus. Это мощное железо всегда, это отличная оптимизация, хотя в OnePlus 5T были проблемы, но среди китайских устройств 5T остается лучшим по соотношению цена-качество. Хочу также напомнить, что все, о чем я сказал, является лишь слухами, и к лету может все измениться. OnePlus могут пересмотреть ценовую политику, они могут отказаться от дисплея с вырезом над экраном, на что мы все очень надеемся. Поэтому будьте бдительны и относитесь к слухам осторожно. Напишите в комментариях, понравится ли вам такой OnePlus и купили бы вы его за $750, или он стрёмно выглядит и действительно похож на iPhone 10. Поэтому будьте бдительны, относитесь к слухам осторожно. Спасибо большое. Очень приятно.